Всем привет! В этом видео я покажу кардиган, который я связала крючком. Кардиган связан из пряжи Yarnart Flowers или Flowers. Из двух моточков получился такой кардиган. Ровно 2 мотка ушло. Эту пряжу мне дарила Танюша Пастухова. Танюша, спасибо большое. Очень мне понравилась эта пряжа. Работать с ней просто одно удовольствие. Я даже не знаю, с чем сравнить эту пряжу, на что она похожа. Мне кажется, что такой пряжи хлопок с акрилом похожий я, по крайней мере, больше не встречала. Немного похожа она по ощущениям на Беллу, но это намного нежнее, конечно, пряжа. Хотя Белла это 100% хлопок, а здесь хлопок с акрилом. Состав здесь 55% хлопка и 45% полиакрил. Моточки 250 граммов и 1000 метров. Очень хороший расход. Из 2 моточков получился такой длинный кардиган у меня. Такой. Я долго думала, что связать из этой пряжи, так как пряжа это не секционная, это градиент, и в ней в каждом моточке вязание идет от центра, и моточки секции не повторяются. То есть от начала и до конца по одной секции. Поэтому здесь нужно было что-то, конечно, придумать. Мне хотелось, чтобы это был именно кардиган, и чтобы он был хоть с каким-то рукавом. А если вязать из такой пряжи, то получится, если отдельно рукава вязать, даже если вязать регланом, то нужно все-таки подбирать пряжу именно одинаково, чтобы и рукава были связаны по цвету. Именно в этой пряже, не секционная, а градиент, здесь, конечно, немножко сложновато это подгадать. В общем, я думала, что придумать, и придумала вот такое изделие. Я вязала его сверху вниз, но это не реглан. Как вязала, я, конечно, все расскажу, основные моменты прибавки и соединения я покажу. Он связан, этот кардиган, абсолютно без швов, единым полотном, и вяжется он очень-очень просто. Даже тот, кто, мне кажется, большие вещи не вязал никогда, он справится с таким изделием. Связан, как я сказала, сверху и вниз. Меняла нить от 2 моточков. В одном закончился такой цвет, присоединяла от другого моточка и так далее. Но я расскажу, как я это делала. Все вяжется, как я сказала, одним полотном, и одновременно вяжутся и рукава в том числе. Здесь выкройка очень простая, силуэт Т-образный. Но на фигуре лежит очень даже комфортно все. Обвязки здесь никакой нет. Я хотела сделать обвязку изначально самым темным цветом. Думала, когда последний цвет останется, я сделаю обвязку на рукавах и по краю горловины и до низу, по полочкам. Но на образце я сначала попробовала, как это будет выглядеть. Мне не понравилось. Потому что цвета, они как-то как запечатываются. И получается, теряется этот эффект градиента. И поэтому я решила вязать вообще без обвязки и провязывала специально такой край, чтобы он красиво выглядел, который не требует обвязки. Поэтому, когда изделие было закончено, оно уже было и готово до низу. Итак, сейчас сначала я расскажу по размерам. Связан он на 50 размер. По сантиметрам сейчас скажу, как. Значит, ширина от края одного рукава до края другого у меня 91 сантиметр. Здесь каждый выбирает эту ширину сам. Зависит она от той длины рукава, которую вы хотите. Естественно, от ширины спины. Нужно измерить просто именно по размаху руки в стороны и
по ширине по длине рукава, какую хотите, измерить эту ширину, и все. Ну, я думаю, это понятно, верхняя часть. По спине и по рукавам. У меня 91 сантиметр я выбрала для себя. Горловина у меня 17 сантиметров. Так, глубина прибавок выреза горловины у меня 27 сантиметров. И ширина кардигана 55 сантиметров. Вся его длина от плеча до низа 76 сантиметров. Довольно длинный кардиган получился. Здесь по рукаву ширина длина проймы, можно сказать, 21 сантиметр. И рукав 17,5 сантиметров. Ну, длину рукава я сказала, что здесь можно делать разную. И короче, и длиннее. Кому как нравится. Расход, как я сказала, 2 мотка, это 500 граммов. И вязала я крючком номер 2. Хотя вполне можно вязать и номером 2,5. Я вязала свободно, не затягивая. Если вяжете туго, то лучше брать 2,5. Итак, с чего начать вязание такого кардигана? Здесь расчетов предварительных никаких нет. Начальный расчет – это ширина полосы от конца одного рукава до конца другого или начала. Измеряете эту ширину и нужно связать образец. Образец, кстати, можно вязать и основным узором, а можно и просто столбиками с одним накидом. Здесь, в общем-то, одинаково будет. Я покажу, как вязать этот узор обязательно. Связали образец, измерили, сколько столбиков или раппортов у вас помещается в вашей ширине. В моем случае на 91 сантиметр у меня получилось 49 раппортов. Чтобы посчитать, сколько начальную цепочку набирать петель, нужно число раппортов умножить на 6 и плюс 1. То есть число должно быть кратно 6 и плюс 1 дополнительный столбик. Это будет начало вязания. В моем случае, как я сказала, 49 раппортов у меня помещалось. Умножила на 6 плюс 1. Начальную цепочку я набирала 295 воздушных петель. Так я сначала расскажу, как я вязала, а затем уже буду показывать на образце, на мини-версии. Так, сейчас вот так покажу. Начало вязания. Вот он, ряд столбиков с одним накидом. Вернее, сначала набрала цепочку 295 воздушных петель и провязала один ряд столбиков с одним накидом. И именно от этого ряда затем я вязала спинку, а потом уже полочки в стороны от этого ряда столбиков с одним накидом. Он один. Ряд столбиков с одним накидом. Сначала я вязала спинку. Почему? Объясню. Когда я связала спинку на ширину рукава, а это прямое полотно, я уже видела, сколько рядов у меня занимает определенный цвет. То есть я взяла один моток, первый, и начала вязать с него, не меняя нить, так как она шла в мотке. И теперь для того, чтобы мне на полочках делить этот цвет со второго мотка, я уже видела, сколько рядов занимает один цвет. Для этого я начала именно со спинки вязать. Итак, я провязала ровным полотном эти 295 столбиков, вывязывая, естественно, узор. Сейчас я покажу, как это делать. 49 раппортов провязала ровным полотном, провязывая спинку и рукава. Всего 26 рядов узора. Затем перешла на вязание полочек. Взяла второй моток и начала с этого же цвета. Провязала
определенное количество рядов, половину этого цвета, затем перешла на вторую полочку. Также этот цвет вывязала. Здесь же, не меняя еще нить, вывязываю второй цвет, затем обрываю, перехожу на эту полочку, вывязываю этот второй цвет. Затем здесь перехожу сразу на третий цвет, обрезаю нить, перехожу сюда, третий цвет вывязываю здесь. Затем продолжаю здесь четвертый цвет, обрезаю нить, перехожу сюда, вывязываю здесь четвертый цвет. И так далее. Это я по цветам сказала. По полочкам набирала так. Нужно определиться, какой ширины вы хотите горловину, а остальная часть это будет плечо и рукав. У меня получилось, что 9 раппортов я оставила на горловину и по 20 на плечо и на рукав. 20 раппортов. Итак, я набрала, отметила эти 9 средних раппортов и набрала 20 раппортов на одну полочку. Провязывала по длине также 26 рядов. В 26 ряду затем я соединила, провязывая одновременно 26 ряд, сразу же сделала соединение. Вот оно, соединение. Как это соединять, я тоже покажу. Это в процессе вязания все делается, не отдельно. Теперь по прибавкам. Как делать эти прибавки, я тоже покажу. Здесь очень просто. Я добавляла по одному раппорту дополнительному между первым и следующим веерочком. Добавляла, схемы нет, как я придумала, так я и добавляла. Постепенно добавила по одному раппорту. Всего я добавила на каждую полочку по 5 раппортов. Здесь у меня 9 раппортов. Если разделить пополам, это получится по 4,5. Ну, по 5 я добавила. Чуть-чуть полочки пошире, но это так и должно быть. Итак, я добавляла. У меня получилось до соединения 4 раппорта я добавила и 1 после соединения. Всего 5 раппортов. Если у вас, как сказать, большой объем груди, можно и 6 добавить, ничего страшного. Это уже потом в процессе примерки, в процессе вязания примеряйте на себя, и это все будет уже четко видно. Потому что изделие, оно уже, спинка уже будет связана, полочки уже будут связаны, здесь будет все четко видно. На себя можно будет примерять и смотреть, достаточно вам этой ширины или недостаточно. Итак, как я прибавляла, я тоже покажу, провяжу на образце все эти прибавки. И, как я сказала, что по одному раппорту после первого, между первым и вторым. 1 добавила, затем опять между первым и уже этим еще 1. Ну, я думаю, это понятно. Так, дальше. Провязав эти 26 рядов, как я сказала, в 26 ряду я начала соединять рукава и объединила вязание уже полностью полочки и спинка в одно полотно. Для себя я выбрала длину рукава 10 раппортов, 10 с этой стороны соединила, 10 с этой стороны соединила раппортов. Остальное вязание соединила в одно полотно и дальше вязала уже все одним полотном, и полочки, и спинку одним полотном вниз. Вот здесь при соединении под рукавами я также набрала еще 1 раппорт. Это я тоже покажу, когда буду показывать, как вязала. И всего дальше, как по цветам сейчас скажу, значит, когда я уже объединила все и дальше шло одно полотно, я уже стала вязать так с 2 мотков. Вот у меня идет одна нить, я извязала из одного мотка этот цвет. Буду по одному называть, допустим, первый цвет.
затем с другого мотка провязала этот же цвет. Затем с этого второго мотка я не меняю, пока вяжу второй цвет. Когда он закончился, я перехожу на вязание этого же цвета с первого мотка. Затем на первом мотке продолжаю следующий цвет. Закончился, перехожу на следующий моток. И так, пока не закончится каждый цвет. Провязывала, провязывала, провязывала и извязала до конца полностью 2 мотка. Всего у меня получилось по длине. Я провязала длину по моей, ну, сколько у меня хватило. Пряжи, значит, всего получилось от момента соединения у меня 62 ряда. По раппортам тоже скажу. К моменту соединения у меня получилось на спинке 29 раппортов, на полочках 14 по 14 раппортов, всего 57 раппортов. И также, как я сказала, в первом соединительном ряду я добавила на местах подрезов по одному раппорту. Получилось 59 раппортов по кругу. И затем по горловине я продолжала прибавки, прибавилось еще по одному раппорту, и получилось полностью в круг у меня 61 раппорт. И именно этот 61 раппорт я вязала без прибавок до конца, эти все 62 ряда. Если вы хотите сделать, например, расширение на бедрах, то можно также по краю, вернее по бедру, между раппортами добавлять один раппорт постепенно, так же точно, как я это делала, вывязывая прибавки по горловине. А можно и так же ровно вязать, как я вязала. Так я рассказала словами, как я это делала, и теперь покажу на мини-версии все эти основные моменты. Так как у меня этой пряжи уже, естественно, не осталось, она была использована вся, я буду показывать на пряже Alize Diva, но я думаю, здесь разницы нет, на какой пряже показывать. Я наберу для образца, свяжу небольшой образец, наберу 4 раппорта. Для 4 раппортов мне нужно, значит, число должно быть кратное 6. 6 и 4 это 24, плюс 1 25, 25 воздушных петель. И провяжу один ряд столбиков с одним накидом. Итак, я набрала 25 воздушных петель и провязала 25, один ряд, 25 столбиков с одним накидом. Это будет лицевой ряд. Первый ряд будет начинаться, первый ряд узора по изнаночной стороне. По краю полотна я буду провязывать, так как я сказала, не предполагала делать обвязку, по 2 столбика с одним накидом в крайние столбики. Это будут край как раз изделия. Он будет всегда провязываться именно так. 3 воздушные петли заменяют один столбик. И в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Дальше вяжем первый ряд узора. 1 воздушная петля. От крайних столбиков пропускаю 2 петли и из третьей провязываю галочку. Это 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и в эту же петлю столбик с одним накидом. Вот такая галочка получается. А дальше между раппортами я буду пропускать по 5 воздушных петель. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5. В шестую провязываю такую же... Так, нет. Еще 1 воздушная петля. Между галочками будут провязываться 1 воздушная петля. Так же, как после кромочных столбиков. Значит, галочка, 1 воздушная петля. Пропускаю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5.
И в 6 провязываю галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, и сюда же в эту петлю столбик с одним накидом. Опять воздушная петля, пропускаю 5, 1, 2, 3, 4, 5, в 6 провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5 пропускаю, в 6 провязываю столбик с накидом, 3 воздушные петли, и сюда же столбик с накидом, воздушная петля. В конце ряда пропускаю 2 столбика и в последний провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2. То есть по краю я пропустила по 2 столбика, а в центре, сколько у вас раппортов будет, между галочками по 5 столбиков. Это первый ряд. Переходим на второй ряд. 3 воздушные петли, и в эту же петлю еще 1 столбик с одним накидом. И дальше из каждой галочки я буду вывязывать веерок, можно назвать его. В центр галочки провязываю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сразу же перехожу к следующей галочке. Здесь воздушных петель между раппортами нет. Из каждой галочки по 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня 4 раппорта, еще 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В конце ряда, не в последнюю петлю, вот где было 3 воздушных петли, а в столбик. Было в начале ряда я провязывала 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. И именно над этим столбиком я провязываю 2 столбика с одним накидом. 1 и сюда же 2. В воздушные петли по краю я ничего не провязываю. Вот 2 ряда. Дальше эти 2 ряда будут повторяться на протяжении всего вязания. Сейчас я еще раз покажу первый ряд, как провязывается он уже над веерочками. Крайние столбики также 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание и в эту же петлю провязываю столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, так как между галочками провязываются воздушные петли. И здесь 7 столбиков было провязано. 3 пропускаю, в 4, то есть в центральный, провязываю галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Воздушная петля и над следующим веерочком, также над 4 столбиком, галочка. Столбик, 3 воздушные петли, столбик, воздушная петля. Над следующей
в центре над 4 столбиком галочка. Воздушная петля и последний. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. После последней галочки также воздушная петля, и в конце ряда также во второй от края столбик, то есть не в петли подъема, а в сам столбик. Провязываю 2 столбика с одним накидом. И теперь следующий ряд — это ряд с веерочками, он точно такой же. То есть 3 воздушные петли, в эту же петлю столбик с одним накидом, и из каждой галочки провязываю по 7 столбиков с одним накидом. И дальше так это все будет повторяться. И вот эти 2 ряда, они будут повторяться теперь все время. Итак, я провязала на спинке у себя, как я сказала, эти 49 раппортов, 26 рядов. Главное, чтобы последний ряд у вас вяжете на ту ширину рукава, которая вам нужна, и последний ряд должен быть с веерочками. То есть четный ряд. Теперь это спинка была. Переходим на полочки. Вязание полочек начинается с обратной стороны ряда со столбиками с одним накидом. Теперь спинка будет здесь, полочки вяжутся сюда. Потом это все сложится. Я наберу для полочки 3 раппорта. Чтобы вязание получилось одинаковым, начинаем вязание также по изнаночной стороне, чтобы ряд с галочками был на изнаночной стороне. И также в первый столбик крайний провязываю 3 воздушные петли. И сюда же столбик с одним накидом. Такой же край. И дальше я буду провязывать галочки над этими галочками. Их видно вот напротив галочки столбик, который идет. Из него же и провязываю. Так, сначала воздушная петля и столбик над галочкой. Провязываю галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, воздушная петля также над следующей галочкой. Здесь уже можно не считать по 5 столбиков. Здесь уже все видно. Вторая воздушная петля и над следующей галочкой 3. 3 я провяжу для полочки, чтобы показать прибавки по горловине. И здесь с этого края также нужны кромочные, поэтому здесь я пропускаю 2 столбика и в третий провязываю 2 столбика с одним накидом. И дальше это будет вязаться полочка. Прибавки я начала с 4 ряда, поэтому это первый ряд. Второй провязываю точно так же, как еще прямое вязание, то есть 2 кромочных и ряд с веерочками. Из каждой галочки провязываю по 7 веерочков, 7 столбиков. 4, 5, 6, 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В конце ряда также во второй от края столбик провязываю 2 столбика. Это 2 ряда. Третий теперь это ряд с галочками. 2 столбика крайних, воздушная петля, и над каждым веерочком, над 4-м столбиком провязываем галочку. Между галочками воздушная петля. Воздушная петля, кромочные столбики 2. И со следующего ряда начинаю прибавки по горловине. Так, 4-й ряд. Это у меня со стороны рукава край, и это со стороны горловины. Крайние столбики провязываю 2. И над первой галочкой провязываю полный веер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, как я сказала, прибавки буду делать между первыми 2 раппортами. Между галочками я провязывала 1 воздушную петлю. Вот под эту воздушную петлю провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Это начало дополнительного раппорта. А дальше провязываю все веерочки над галочками. Семь и 7. Три, 4, 5, 6, 7. Крайние столбики. Пятый ряд. Значит, крайние столбики, воздушная петля. Провязываю галочки. Воздушная петля, 2 галочка в 4-й столбик. Воздушная петля, и вот между этими веерами я добавляла 3 столбика. Теперь над средним из этих 3 столбиков, вот 3 столбика, над средним провязываю 1 столбик с одним накидом
2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. То есть в обычной галочке 3 воздушные петли, здесь пока 2 провязываю. Дальше воздушная петля и последний, ну крайний, над крайним веерочком провязываю обычную галочку. Крайний он не меняется. Также воздушная петля и крайние столбики. Вот уже видно, между двумя один новый появляется. 6-й ряд. 2 крайних столбика провязываю. Первый веерок провязываю 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. А над этим новым добавленным элементом провязываю не 7, а 5 пока столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Над всеми оставшимися, как обычно, по 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Крайние столбики. Седьмой ряд. Провязываю 2 крайних столбика, воздушная петля, 2 у меня полных раппорта, 2 галочки, воздушная петля, 2 галочка, воздушная петля, и над новым раппортом здесь 5 было столбиков, над третьим, то есть также над средним, провязываю уже полную галочку. Столбик, 3 воздушные петли, столбик, воздушная петля и последний крайний раппорт. Также столбик, 3 воздушные петли, столбик, воздушная петля и крайние столбики. Восьмой ряд. Крайние столбики. И уже в этом ряду над каждой галочкой по 7 столбиков. В этом ряду уже полностью я добавила весь раппорт. 4, 5, 6, 7. Над новым также уже провязываю 7. Довязала ряд до конца, и здесь уже видно прибавление. Изначально у меня было 3 раппорта, сейчас их 4, то есть 1 я добавила. И дальше такие же прибавки. Следующее буду опять после первого, между первым и вторым добавлять. Повторяются с 3 по 8 ряд. Сейчас 9 ряд такой же, как 3.
он еще без изменений. 10-й ряд такой, как 4-й, 11-й такой, как 5-й и так далее. То есть повторяется с 3 по 8 ряд, добавляется по одному раппорту. Так, теперь мне, чтобы показать соединение, сейчас я один ряд с галочками провяжу, имитируя 25-й свой ряд на рукаве, и в 26-м ряду покажу, как соединить рукав. Так, провязала я один ряд. Как я сказала, что спинка должна закончиться четным рядом. И также будет столько же рядов на полочке. И последний ряд провязывается одновременно, соединяясь по рукаву. Значит, от края полочки определяетесь, сколько вам нужно на рукав. Как я сказала, у меня это было 10 раппортов. Здесь я 3 сейчас соединю. Значит, провязываете все до последних 10 раппортов, если у вас также 10, по полочке. Вот мои 3 раппорта, допустим, это те 10 раппортов, которые я хочу соединить. И провязываю это так. В галочку провязываю первые 3 столбика. 1, 2, 3. Вернее, 4. В 4-м я буду соединять. 4 столбика. Петлю немножко вытягиваю. Нахожу здесь такой же от края 10-й. В этом случае у меня 3-й веерок. Ввожу крючок также в средний столбик 4 и вытягиваю эту нить. Подтягиваю и продолжаю вязание этого веера. Еще 3 столбика. 4 я уже провязала, и еще 1, 2, 3. И вот центр веерочков присоединен. И дальше продолжаю следующий также. Также провязываю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Немножко вытягиваю нить. Перехожу на тот веерок, который напротив того, который я вяжу по спинке. Ввожу крючок в среднюю петлю и вытягиваю эту нить. Опять возвращаюсь на полочку и сюда же провязываю оставшиеся 3 столбика. Два уже соединила и 3. Опять также провязываю 4 столбика. 3, 4. Вытягиваю нить. Веерок на спинке. Ввожу крючок в 4 столбик. Вытягиваю эту нить. И возвращаюсь, довязываю оставшиеся 3 столбика веера. 1, 2, 3. Вот таким образом происходит соединение. В конце ряда останется 2 столбика крайних. Я соединила так. Провязала 1 столбик,
второй. И также эту нить провела через последний столбик. И все, затем нить соединила и отрезала. И вот таким образом соединен рукав. Вот на кардигане покажу, как это выглядит. Вот 26 ряд спинки и 26 ряд полочки. По центру соединяются веерочки. По второй полочке все вяжется точно так же, только если на одной вязание начинается с начала ряда между первым и вторым, то здесь будет в конце ряда. Но также между первым и вторым здесь все абсолютно одинаково. Да, теперь, чтобы соединить вязание в круг, когда рукава соединены, дальше вязание уже будет, ряд будет начинаться от края одной полочки, проходить через спинку и заканчиваться с края второй полочки. Когда этот ряд соединительный я провязывала, так, здесь как это показать? Значит, вот место соединения. Я вязала полочку, затем в это место соединения провязала дополнительный один веерок и перешла на спинку. Сейчас покажу, как это делать. Вот по изнанке будет первый ряд провязываться соединительный, так как это будет ряд с галочками. Провязываю все галочки на полочке. Также воздушная петля. И вот место соединения рукава, конец, сюда также провязываю еще одну галочку. Прямо в центр, отсюда же, из центра. И дальше перехожу на веера по спинке. И в следующем ряду над этой галочкой также будет уже веерок. И таким образом немножко получается подрез. Дальше все уже будет ровным полотном вязаться. Над галочками веерочки и так далее. Вот и все. После того, как я соединила полотно, уже дальше вязала только одно полотно. Как я сказала, еще после соединения у меня один веер добавился, и дальше уже все ровно вязала. И закончила вязание тогда, когда закончились ниточки. Если вы хотите сделать застежку, например, пуговицы, то отверстие в узоре можно использовать в качестве петель. Или можно в конце вязания присоединить нить и напротив того места, где у вас будут пуговицы, просто связать какие-нибудь петли крючком отдельно. Хотя здесь отверстия в узоре вполне подходят как застежки. Это уже все по желанию. Так я показала
все, что можно было показать в этом простейшем кардигане. Вяжите с удовольствием. Я думаю, что кто умеет вязать столбики с накидом и воздушные петли, то обязательно справится с таким простым кардиганом. Ну а на этом у меня все. Вяжите с удовольствием и до встречи в новых видео.